Сегодня поговорим о студийном оборудовании, которое использовали на заре зарождения звукозаписи и которое используют до сих пор. Эти приборы прошли проверку временем, и их вклад в историю музыки оставил свой след в известных записях, которые вы наверняка слышали. Начнем с легендарных компрессоров. Компрессор LA2 разрабатывался для радио, чтобы выравнивать голоса дикторов по громкости, не внося в сигнал слышимых искажений. Аббревиатура LA означает Leveling Amplifier. Автором разработки был инженер и основатель компании Teletronics Джим Лоуренс, который сделал первый образец в начале 60-х годов. Первыми клиентами была корпорация CBS, а потом многочисленные студии. Позже компания отошла к UREI, или UREI по-нашему, потом к Universal Audio. LA2 выпускался в трех версиях с автопарами T4, T4A и T4B. А отличия были в характеристиках срабатывания компрессора, которые зависели от типа автопары, то есть были более быстрые и медленные. Эти компрессоры активно продолжали использовать в студиях, но вскоре в моду вошла транзисторная техника, и к 1969 году выпуск LA2 прекратили. Новые транзисторные компрессоры, как показало время, не могли полностью заменить LA2, и их периодически изготавливали в 70-х и 80-х годах небольшими партиями, а в конце 90-х производство возобновила компания Universal Audio. Пошло время на поиск производителя трансформаторов и оптопар, которые к тому времени не выпускались. На базе сохранившихся образцов были сделаны новые, которые получили сертификат идентичности и подходили по характеристикам для замены в первых LA2 на случай ремонта. Уникальность этого компрессора заключается в особенностях его работы, особенно оптопары. Это люминесцентный элемент и фотоэлемент на основе сульфида кадмия. Оптопара имеет свои временные характеристики срабатывания, которые нельзя изменить поворотом ручек. Для этого надо менять тип оптопары. Фотоэлемент при срабатывании отпускает сигнал не сразу, а в два этапа. На первом от 0,6 до 20 миллисекунд, в зависимости от оптопары, а на втором секунды. Проявляется эффект памяти, зависящий от длительности и интенсивности засветки элемента. Сигнал отпускается медленно, и он не искажается на слух даже при высоких уровнях компрессии. Лампы и трансформаторы добавляют свою прелесть звуку. Управление – всего две ручки. Это компрессия и уровень, что позволяет за считанные секунды настраивать прибор. Для работы с компрессором не требуется особый опыт, только установка глубины компрессии сигнала, и все начинает звучать так, как надо, без лишних манипуляций. К примеру, голос на этом видео записывается с помощью вот такого советского микрофона. Далее идет такой микрофонный преамп и LA2. Микрофон гуляет по расстоянию где-то сантиметров на 10, и LA2 с этим, по-моему, неплохо справляется. Все ровненько. Компьютерная обработка здесь не используется. Компрессия не более 6 дБ, плюс обрезной фильтр на микрофонном преампе. Микрофон можно включить в такую карту и можете сами услышать разницу. Микрофон тот же, только включается сюда, а далее компьютер, обработки нет. Чтобы все было более-менее ровно, положение микрофона не меняется. Обрезной фильтр отсутствует. Поэтому эффект бубнения слышен даже в 15 сантиметрах от капсулы микрофона. Добавляется лишний шум в виде шипения. Частотная характеристика тоже отличается. А сейчас переключимся обратно и сравним еще раз разницу. Но LA2 не является универсальным. Он идеально подходит для записи голоса и духовых инструментов. В миксе все начинает звучать ровно. Тихие фрагменты не теряются. А для инструментов с взрывной атакой LA2 не подходит. Для этого есть другие, не менее знаменитые компрессоры. К примеру, 176 от Universal Audio. 176 появился в начале 60-х годов. Использовали его в радиостудиях и в студиях звукозаписи. Схема более сложная по сравнению с LA2. Симметричное включение ламп, межкаскадный трансформатор. Детектор компрессора собран на ламповом диоде и работает с огибающей сигнала. Компрессией управляет лампа 6BC8 за счет смещения. Лампа специфическая, у нее длинный участок линейной характеристики, что позволяет таким нехитрым способом управлять динамикой сигнала. Это один из самых гибких по возможностям ламповый компрессор. А глубина компрессии регулируется в пределах от 2 к 1 до 12 к 1. Настройка атаки от 0,3 до 1 миллисекунды, а восстановление от 25 до 500 миллисекунд, что позволяет работать практически со всеми музыкальными инструментами, от ударных, гитар, духовых, клавишных до голоса. Даже при экстремальных настройках слышимых искажений не наблюдается. Эти компрессоры использовались на тысячах записей известных артистов, таких как Rolling Stone, Led Zeppelin, Van Halen и многих других.
Но есть еще более знаменитые компрессоры. Это Fairchild. Более сложного компрессора я не видел. Разработал это чудо Рейн Нарма в 1959 году в Америке, если верить интернету. Но у нас в Эстонии, откуда родом изобретатель, ходит другая информация. Рейн Нарма после войны работал конструктором на предприятии Punne Red. Предприятие выпускало продукцию, которая была широко известна на весь Советский Союз. Компрессор Рейн Нарма начал разрабатывать еще в начале 50-х годов для новой студии в Доме радио. В 1952 году образцы продукции поехали на выставку в Америку вместе с их создателями. А через некоторое время Рейн Нарма эмигрировал со своими идеями в Америку. Так и появился Fairchild. Насколько история подлинная, не знаю. Родственников в Эстонии найти не удалось, только однофамильцы. Но некоторые родственники работников радио утверждают, что был такой компрессор. Моноверсия, только собранный на советских деталях. Первые 10 компрессоров версии 660 моно Нарма собрал сам. Предприятие, в котором Нарма работал инженером-конструктором, называлось Fairchild Recording Equipment Corporation. Первый образец был отправлен специалисту в области записи джаза Руди Ван Гильдеру. Второй попал в Olmsted Sound Studios в Нью-Йорке. Третий достался жене Лес Пола, Мэри Форд. А дальше студии звукозаписи. В 1967 году появилась стереоверсия этого компрессора. К концу 60-х годов производство было прекращено, а сам Нарма перешел работать в Ampex. И, видимо, не случайно. Для студии Лес Пола Нарма переделал многоканальный магнитофон и отправил в Ampex схему модификации усилителей записи и воспроизведения, чтобы уменьшить низкочастотный шум от тракта записи. Далее в General Instrument, где занимал должность вице-президента. За годы производства было изготовлено около 1000 приборов. Из них стереоверсий всего около 100. Но, тем не менее, во многих крупных студиях, включая Abbey Road, EMI, Warner Brothers и других, эти компрессоры были. Использовали их не только на мастер-шине, но и на отдельные треки, чтобы сделать ноты длиннее, а звучание более сочным. Компрессор использовали еще на клавишах, гитарах, вокале и на комбинированных шинах инструментов в качестве клея. Он разрабатывался, когда устанавливались стереофонические стандарты записи и резки на винил. Процесс Mead-Sides на этом компрессоре помогал сохранить ширину стереобазы во время процесса нарезки и не терять моносовместимость. 670 имел на борту 20 ламп и 13 трансформаторов и весил 30 килограмм. Это был своего рода первый стереокомпрессор-лимитер, который давал быстрые значения атаки от 0,2 до 0,8 миллисекунды, а восстановление от 0,3 секунды до 25 в зависимости от установленного режима, не пропуская любые нежелательные пики. В то время это было молниеносным. Вскоре был обнаружен побочный эффект. Fairchild отлично зарекомендовал себя для борьбы с сибилянтами на сочных вокальных согласных. Гладкий вокальный звук Beatles знатоки считают заслугой сжатия именно этим компрессором. Fairchild имеет программно-зависимый характер сжатия. В зависимости от поступающего в компрессор сигнала, сжатие начинается с очень низкого соотношения между 1 к 1 и 2 к 1 для маленьких пиков и постепенно увеличивается до 20 к 1 для громких. Главная ручка в этом приборе – Time Constant. Последние две позиции – это автоматический режим. На практике используются только первые две. За изобретение компрессора, который оставил след в истории, Рейн Нарма получил в 2007 году награду за технические достижения в области звукозаписи на выставке NAMM. Глубину технической мысли и особенности работы схемы можно описывать часа два. Там есть на что посмотреть. Особо интересующиеся могут найти в интернете PDF-файл с подробной инструкцией настройки прибора и описанием всех элементов и режимов работы. А мы переходим к студийной эквализации. Это, конечно, Pultec. Все началось в 1951 году с первого пассивного эквалайзера AQP-1. В первоначальной конструкции использовалась пассивная схема с лицензией от компании Western Electric, но Pultec добавил ламповый буфер, чтобы компенсировать потерю сигнала. То есть уровень сигнала, в зависимости от настройки эквалайзера, можно было подгонять под амплитуду входного сигнала. А пассивные эквалайзеры того периода всегда понижали сигнал, иногда на 20 дБ. И возникали проблемы с согласованием и потерями при коммутации с другими студийными устройствами тех лет. Дополнительное ламповое усиление решало эти проблемы, и эквалайзер можно было использовать смелее во всем диапазоне настроек. Эквалайзер настраивается так. В диапазоне низких есть фиксированные значения полосы, которые можно поменять переключателем, а затем усилить или ослабить.
Настройка добротности Q позволяет использовать экстремальную эквализацию на определенной полосе, не затрагивая соседние. Или можно сделать настройку зависимой. Еще одна фишка этого эквалайзера – это одновременный обрез и повышение одной полосы. То есть использование Low Cut и Low Boost вместе. Одновременное использование этих ручек влияет на несколько разные частоты. Можно услышать плавный скачок, который происходит там, где повышение соответствует затуханию, что добавляет много тела к выбранной частоте, без грязных призвуков. Это хорошо работает с вокалом, бас-бочкой, малым барабаном, томами, электрогитарой, бас-гитарой, придавая им вес и плотность. С обычными эквалайзерами такой фокус не пройдет. Полоса высоких частот имеет 7 фиксированных позиций в диапазоне от 3 кГц до 16 кГц, но только с возможностью усиления. Настройка добротности общая для низких и высоких частот. Полосы 3-5 кГц с широкой полосой пропускания подходят для того, чтобы сделать звук инструментов в миксе ближе. Это добавляет эффект присутствия гитарам и вокалу, не делая их резкими. Полосы 8 и 10 кГц добавят немного агрессивности там, где это требуется, например, рок-музыка. А полосы 12 и 16 кГц используются, чтобы сделать звучание более прозрачным, но не резким. В отличие от диапазона низких частот, обрез высоких частот определяется не выбранной частотой, а маленькой шкалой в правом верхнем углу эквалайзера с вариантами 5, 10 и 20 кГц. При применении экстремального усиления всегда хорошо работать и с ослаблением. Если настроить его правильно, усиление будет плавным вокруг выбранной полосы, что улучшит звучание в области высоких частот. AQP-1 улучшали на протяжении многих лет производства. AQP-1A имел модифицированные кривые низкочастотного усиления и ослабления, а также две высокочастотные полочные кривые усиления. Были еще версии с транзисторным усилением, но они популярностью не пользовались. Изготавливались еще полосовые фильтры и эквалайзеры для мастеринга. Производство было прекращено в 1980 году. Приборы собирали вручную в Америке, штат Нью-Джерси. Проектированием, производством и сбытом были заняты всего 2 человека. Это Оли Саммерленд и Джин Шенк. Эти эквалайзеры были частью жизни многих. Знаете вы или нет, но музыку с их использованием слышал каждый, благодаря популярным записям из прошлого. А теперь про разнообразие современных реплик этих приборов и их отличия от оригинала. LA2 собирался навесным монтажом. Коммутация вход-выход соединялась с проводами на скрутках. В переиздании конца 90-х были еще добавлены XLR-разъемы. Электролиты и фильтры питания были уже новые, но на звук это никак не влияет. Трансформаторы и оптопара уже новое переиздание, но с аналогичными характеристиками, сертифицированные. И о ценах на детали. Цена оригинальной оптопары может доходить до 1000 евро, но от времени покрытие фотоэлемента может осыпаться. Новые переиздания с сертификатом стоят 250-300 евро. Сертифицированные трансформаторы в районе 600 евро. ВУ метр с надписью Teletronics 200 с чем-то, то есть себестоимость по деталям более 1000. Откуда тогда берутся LA2 за 300 и 800 евро? Тут все просто. Сборка на плате или SMD-монтаж. Трансформаторы по 2-4 евро за штуку. Иногда вместо трансформаторов могут стоять операционные усилители, а в качестве оптопары может использоваться, к примеру, вот такой оптрон. Вставляется в корпус с октальными выводами, делается наклейка на корпусе. Выглядит почти как оригинал. Или оптроны с Марса. Прямые поставки. Круглые и с резинкой для мягкой посадки. Работать как оригинал такое изделие, разумеется, не будет. Сетевой трансформатор, как правило, тороидальный. Все находится на одной высоте с платой. Добавляется легкий фон 50 Гц. Так как электромагнитное излучение у таких трансформаторов больше. Оригинальные приборы стоили в 60-х годах в районе $900, и сделано их было не более 1000 штук. Находиться в каждой студии сейчас оригинал LA2 никак не может. Чаще можно встретить копии с использованием аутентичных компонентов, которые могут работать как оригинал. Но это зависит от того, кто и как их делал. Примерная цена – 2-3,5 тысячи евро. Оригинал, если где-то случайно проскакивает, стоит, разумеется, дороже. Поэтому чудес за 300 евро ожидать не стоит. Ну, разве что для бутафории, чтобы студия выглядела солидно. 176 имеет более высокую себестоимость, и присутствуют лампы, которые сейчас не выпускаются. Их нужно где-то закупать по сотне штук и еще отбирать по характеристикам. Аналога не существует. Повторить массово сейчас оригинальный прибор не получится. Это все штучные экземпляры. Сделано их было тоже не более 1000 штук. Чудес с низкой ценой не ожидается даже у копий. Оригинал, разумеется, дороже.
Эквалайзеры Pultec собрать сейчас можно. Главное найти оригинальный индуктор и конденсаторы. И, конечно, не экономить на галетных переключателях. Оригинальные ручки стоят в районе 150 евро. Общая себестоимость примерно 900 евро. Видел, ребята из России делают, но конденсаторы и резисторы там такие. И катушки, похоже, мотают тоже сами. Если у кого-то есть такие приборы, напишите. Но много их сделать тоже не получится. Детали из прошлого рано или поздно закончатся. С Fairchild история интереснее. Их реже делают в силу сложности изготовления, в отличие от предыдущих, но тоже пытаются. Пример на фото. Как видите, трансформаторов тут мало, и они меньше по габаритам, чем у оригинала. На микросхемах TDA собрана контрольная часть – Gain Reduction. Мощные пинтоды на выходе и кинотрон отсутствуют, зато стоят транзисторы на радиаторах. Сборка на плате, вес и размер не соответствуют оригиналу. Схема адаптирована под то, что сейчас производится. В оригинальном Fairchild используются лампы, которые давно не выпускаются. Но недавно JJ стали делать эти лампы небольшими партиями. Правда, цена за некоторые 300 евро за штуку. Такие лампы тут явно не стоят. Будет ли это работать как оригинал? Догадайтесь сами. Ручки и ВУ-метры аутентичного типа тоже стоят в районе 500 евро. Остальное даже не буду перечислять. Чтобы просто собрать детали для 670-го и чтобы компоненты соответствовали оригинальным по приведенным сопротивлениям и индуктивности, надо потратить 5-6 тысяч евро. Современные сборки 670-х, сделанные реально как оригинал, я видел только у одной американской конторы. Цена в районе 14 тысяч долларов. Оригинал со всеми документами видел на eBay за 390 тысяч долларов. Продали или нет, не знаю. Но во многих студиях России 670 есть, а сделанных было всего около сотни. Предполагаю, что в 80-х годах в Америке все же делали копии. Но не могут быть оригиналы в таком количестве везде. Дебет с кредитом тут никак не сходится. Тираж в 1000 экземпляров, как правило, покрывал весь спрос в 60-е годы на студийную технику. Больше единиц продавать было просто некому. Домашних студий в каждой квартире не было, оборудование по цене было недоступно для обычных людей, только для коммерческого использования. Сейчас спрос на эти приборы есть, и он выше, чем предложение. Но люди, которые их создавали, уже ушли. Массово их пытаются делать другие, с другими мозгами и с другим подходом к делу, на доступных компонентах. Серийно собирать приборы на деталях, которые лет 50 не выпускаются, нереально. Имеется в виду аутентичная сборка. Занимаются этим только одиночки. Видимо, из-за этого винтажные приборы все же есть во многих современных студиях. И от оригинала их можно отличить только по типу краски, пилотной лампы и экранам трансформаторов. Но не все разбираются в этих мелочах. За год их можно изготовить в количестве 10-15 штук максимум. И то большая часть времени уйдет на поиск деталей, изучение каталогов производителей трансформаторов и их характеристик, которые были использованы в каждой конкретной модели. Оригиналы под рукой тоже надо иметь для сравнения. Массовое появление приборов с аутентичной сборкой маловероятно. То, что вы видели в видео, изготавливалось в течение 2 лет. Для меня это была экскурсия в историю. Любопытно было пройти весь процесс с нуля, понять логику инженеров 60-х годов, пообщаться с обладателями оригиналов и, конечно, сравнить результат. Приборы отправляются к моим постоянным клиентам в 2 студии нашего города. Надеюсь, они будут так же полезны, как и заказанное ранее гитарное оборудование. Если было интересно, добавляйте информацию в комментариях. Вдруг я что-то упустил, и есть то, чего я не знаю. Если это видео, благодаря вашим активным комментариям и перепостам, попадет в рекомендуемые, то сделаю еще сравнительный звуковой тест приборов. Некоторые компрессоры можно будет сравнить с оригиналами 60-х годов. А для представителей секты святого плагина можно еще погонять программки, которые как бы эмулируют железные приборы. Говорят, эмуляция прошла успешный путь эволюции от таких вариантов написания алгоритмов до апогея совершенства. Но саркастично настроенные специалисты утверждают, что результат от использования картинок и живых приборов все же разный. Вот и разберемся. До встречи на канале.